Друзья, всем привет! Это канал Шумов Фото, я Шумов Денис. Такая получается кухонная у нас история разбора. Будем говорить про вспышки. Мне много людей уже писало и в Инстаграме, и вживую. Просто ребята спрашивали, просили рассказать про технику съемки со вспышкой, какие настройки. То есть буквально сегодня мне писали, спрашивали, как я снимаю именно с конкретной моей моделью вспышки. Я снимаю на Godox V1 для Canon. Есть разные вариации для Sony, есть такая же самая вспышка для Nikon. Они не имеют никакой разницы между собой. Есть синхронизатор, он тоже такой же для всех камер, тоже Godox. Они работают в связке, вы можете настраивать там несколько вспышек одновременно на разные каналы, и они будут, соответственно, со своими настройками, либо могут быть с едиными настройками. Это очень удобно управляется с накамерного вот такого вот синхронизатора. Итак, я заказывал свою вспышку на AliExpress. Вы можете ее купить в Москве. Она есть на Pixel 24 100%. Есть еще, по-моему, на Поиск фото. В общем, в разных магазинах. Средняя ее стоимость около 23-25 тысяч рублей. Если вы покупаете комплект в такой коробочке, допустим, со всякими там насадками, то это обойдется вам немножко дороже, но незначительно. Я советую все-таки брать со всеми насадками. И еще советую взять дополнительный аккумулятор, хотя он и мощный, его хватает при средней съемке, допустим, на средней мощности 1,32 мощной вспышки. Вам хватит, я так думаю, кадров на 2500 плюс-минус. Но если вы хотите снимать весь день и не переживать за то, что у вас сядет аккумулятор, запаситесь хотя бы 2 такими аккумуляторами. Это, кстати, огромное преимущество, то, что у Godox, в отличие от обычных вспышек, неважно, там это Speedlight 600, либо там у Yingnuo есть тоже аналог, более такой бюджетный вариант китайской вспышки, они все работают на батарейках либо на аккумуляторах, но тоже вот формат А2. И на Yingnuo просто все очень греется, если там пластик, можно сказать, прям вот он становится мягким, и вспышка деформируется даже со временем. Поэтому я даже ее не рассматриваю, я не рекомендую эту вспышку брать. Но если мы говорим про родные какие-то вспышки Canon 600, то там, конечно же, основной недостаток – это то, что либо вы постоянно меняете батарейки, либо вы постоянно там следите за аккумуляторами, они очень долго заряжаются. Этот аккумулятор заряжается, где-то за часа полтора, наверное, полностью. Это уже огромный плюс, и хватает его гораздо больше, у него энергоемкость гораздо выше. Следующий плюс, огромный, это пилотный свет. Пилотный свет, собственно, это действительно та вещь, которой я пользуюсь на съемках. Хотя, когда его не было, я, в принципе, никогда об этом не думал, как было бы с ним хорошо и здорово. Но периодически, когда вы не хотите убивать атмосферу именно импульсным светом, включаете пилотный свет и подсвечиваете прям локально какие-то вещи, и у вас получается очень атмосферные кадры, но с компенсацией вот недостатка света. Что вы можете использовать из вот этого набора? Здесь на самом деле много классных штук, начиная от фильтров, все это дело на магнитах. Знатоки скажут, что это честно украдено у Профото, я не спорю. Godox, наверное, это один из самых достойных аналогов и, местами, можно сказать, подделок, как бы это грубо не звучало, в плане Профото, но они самые качественные. Этой вспышке почти 3 года, и она несколько раз падала, тем не менее жива, и вообще ничего не ремонтировалось, ничего не отвалилось. И я надеюсь, после этого видео ничего не отвалится, все будет на месте. Так вот, про насадки. Соответственно, цветные фильтры, надеюсь, все знают, для чего они нужны. Если вы не знаете, рассказываю.
Допустим, у вас теплый свет светит, а вспышка, она светит холодным. То есть у вас, к примеру, вы берете фильтр, надеваете сюда, и получается вспышка дает точно такой же теплый свет, как и у вас снаружи. И получается, что баланс белого будет одинаковый и от вспышки, соответственно, на человеке, и на заднике все будет ровненько. Стопроцентное попадание, как правило, не бывает, потому что очень часто свет, который светит, он бывает с оттенками, там, зеленый, красный и так далее. Фильтр не панацея, но может приблизить вас к более точному рисунку по цвету. Я их использую редко, все-таки я стараюсь, если меня что-то сильно не устраивает, снимать на каких-то пониженных ISO, и так, чтобы задник был не очень светлый. Там можно и диафрагму закрывать, можно и выдержку делать более короткой. Разные есть способы, как затемнять задник, соответственно, выделяя объект с помощью света, с помощью вспышки. И поехали дальше. Ну, соответственно, подставка, которую можно там установить ее где-нибудь. Штука такая, как тубус, то есть она дает прям очень узкий пучок света. Кстати, в плане пучка света, такой он лайфхак. Если вы снимаете какую-нибудь движуху, какую-нибудь тусовку, к примеру, танцы, если вы будете снимать с софтбоксом, если вы будете снимать с вот такой вот штукой, рассеивателем, то у вас будет получаться достаточно такой широкий угол света, и будет высветляться много ненужных элементов, там, людей на фоне, еще чего-то. Чтобы этого не было, вы можете на вспышке, у вспышек есть тоже фокусное расстояние, допустим, по умолчанию, там вот 28 стоит, наверное, не видно, но оно здесь стоит. В общем, это называется зум. И его можно устанавливать, то есть вот здесь он от 28 до 105, она даже жужжит, когда устанавливается. Что происходит? То есть внутри лампа, она приближается и отдаляется, и с помощью определенных зеркал внутри вспышки угол света, он формируется уже или шире. Если вы делаете фокусное расстояние с большей цифрой, допустим, там на 105, угол сильно сузится, и у вас будет более узкий пучок. Если вы наденете эту штуку, у вас произойдет, собственно, похожая история. У вас будет узкий направленный пучок, круглый такой. Что еще есть? Есть еще один вариант рассеивателя. Кстати, вот подобные рассеиватели, они стояли такие, как внутри, их можно было выдвигать, и они закидывались на 600-х вспышках и, в принципе, на всех вспышках, которые родные, они вот сейчас стоят, то есть на Кэноновской и на Yangnuo тоже. Вот это очень полезная штука, это соты. Те, кто снимает в студиях, знают, что такое соты. Соты, они сужают пучок света, делают его более направленным, и тем самым мы можем с вами с помощью вот этой насадки классно снимать именно танцы, выделяя какого-то конкретного человека. Как это делать? Вы берете палку, допустим, с которой вы снимаете. Ну, вот у меня, к примеру, вот такая вот история. На конце металлическая такая штука, крепеж, она может менять угол. Вот. Подобные крепления продаются в разных магазинах. Я могу под видео оставить ссылку на магазин, в котором очень много вот всяких и палок, и вот таких вот штук за там 3 копейки. И это наше производство, называется поиск фото. Вот. И есть еще один магазин, фотосклад. Вот 2: фотосклад и поиск фото. Но поиск фото они сами делают, то есть там вот прям это на века, скажем так. Итак, вы когда снимаете со вспышкой, ну, не буду надевать, в общем, у вас в руке палка со вспышкой. Если вы стоите за кем-то и заносите руку со вспышкой вперед в толпу, направляя именно свет на конкретного человека, то создается очень интересный эффект
присутствие. То есть у вас на переднем плане будут в тени люди, а в центре, вот куда вы светите, будет высвечиваться объект. Это создает некоторый объем, когда, то есть вот я в каком-то видео рассказывал, то есть как будто ты снимаешь из-за чего-то, только у тебя не высветляется там ни фон, не высветляется лица людей, которые стоят перед объектом съемки. Попробуйте, это очень интересно делает картинку динамичной такой. Что у нас еще есть? Есть вот этот рассеиватель, с ним я снимаю репортажи. Это очень классно вместо софтбокса маленького. Ну, кстати, вы можете использовать и софтбокс, но если вы снимаете с какой-то командой, допустим, видео там, или просто очень много людей, софтбоксы это часто неудобно, если его не держит ассистент. Если вы сами с ним снимаете, ну, я пришел к тому, что мне удобно снимать либо просто голой вспышкой с жестким светом, либо с помощью вот этого набалдашника, который рассеивает свет, и получается картинка, которую вы можете увидеть на моих последних фотографиях, хоть в Инстаграме, хоть на сайте у меня. Что есть у нас еще? Есть еще вот такая вот штука, я ее никогда не использовал, она прям новая, по ней видно. Ее задача, то есть это как отраженный свет, рассеянный отраженный свет, меняется угол, ну, на любителя, в общем. Есть еще одна очень полезная история. Это шторки. Это все такое, как мини-студийные, на самом деле, насадки, которые вот, это светоформирующие шторки, которые можно использовать также в репортаже. Можно использовать, кстати, даже и с пилотным светом, для того, чтобы сужать как-то пучок, делать, допустим, вот там квадратным, прямоугольным. Получается прям такой с ограниченными краями световой рисунок. Это то, что хотелось рассказать именно про эту вспышку. Основные преимущества: надежная, есть пилотный свет, очень надолго хватает аккумулятора. Если купите два, то вообще за глаза. Недорогая, в среднем там 25 тысяч. В сравнении с Pro Photo, которая очень похожа на нее, держит аккумулятор дольше и стоит в 3, там, даже может 4 раза дешевле. Сейчас, по-моему, в районе 80 там, где-то тысяч стоит Pro Photo, которая А1, по-моему, Pro Photo A1. Сейчас расскажу про съемку, собственно, со вспышкой и какие есть настройки. Все очень просто. Вы подстраиваете настройки под свои задачи. Чаще всего при естественном освещении в каком-нибудь там зале, неважно, там подсвечен пресс-вол, не пресс-вол, то есть просто вы где-то там в интерьере снимаете. Конечно, если слепят какие-то софиты, то с ними нужно уже более детально подстраивать вспышку, но я предпочитаю, если, допустим, на пресс-вол светит очень яркие какие-то источники, подходить к световику и просить их приглушить. То есть приглушить примерно до такого уровня, чтобы люди могли, допустим, сами снимать себя на айфоны, и этот свет не мешал вам, не перебивал ваш источник света, вашу вспышку. Как вы снимаете? Вы устанавливаете прямо с этого пультика настройки. Настройки у меня обычно на вспышке 1/32, плюс-минус, где-то там могут быть какие-то отклонения. На фотоаппарате у меня, смотрите, важный момент. Если вы устанавливаете вот эту штуку с вот этой штукой 1/32, если без нее, то источник света, импульс света будет мощнее, соответственно, вам нужно его понижать. Точно так же и для других насадок, которые преломляют так или иначе свет, вам нужно регулировать мощность в одну или в другую сторону. Особенно это касается вот таких вот фильтров, потому что они свет очень сильно гасят. То есть нужно делать мощнее. Итак, берем обычную мою вот историю, когда я снимаю людей на светских мероприятиях, на каких-то просто вот мероприятиях с вот этой вот штукой, с рассеивателем сферическим. На вспышке у меня стоит 1/32. На фотоаппарате у меня стоят настройки, как правило, 1/160, это выдержка.
4 диафрагмы для ростовых и 5,6 для портретов. Почему так? Потому что это проще крутить диафрагму на фотоаппарате, чем в процессе съемки оперативно менять мощные вспышки. А когда вы закрываете на 5,6 и делаете один шаг к человеку, то примерно получается ровная по цвету картинка. Опять же, это касается фокусного расстояния 35 мм, потому что людей я снимаю на 35 мм, редко на 24, потому что 24 все-таки искажает человека, искажает как бы его фигуру, и в целом это не очень удобно, если не снимать там горизонтально там какие-то либо движухи, либо групповые портреты. Итак, одна 32 на вспышке, одна 125, 160 на фотоаппарате выдержка, 4-5,6 диафрагма и ISO 800. Все, это вот панацея. 5000 баланс белого. Пожалуй, это вот все настройки, которые просто у меня стоят по умолчанию, и я их практически не меняю, если снимаю вот в таком вот комплекте. Что произойдет, если вы снимете вот эту штуку? Мощность будет больше, вы, соответственно, ее понижаете. То же самое для всех остальных насадок. Если вы хотите снимать какой-нибудь групповой портрет, и вам диафрагма нужна, там, я не знаю, пусть будет 10, там, 50 человек у вас в кадре. У вас диафрагма должна быть 10. В этом случае что вы можете сделать? Если вы повысите ISO, то у вас будет очень много дополнительного света, который извне, и частота картинки может ухудшиться. Я рекомендую не повышать ISO, а в этом случае повысить как раз-таки мощность вспышки. Вы можете повысить, в таком случае где-то на, смотрите, попробуйте для начала на полступени повысить. То есть, к примеру, там не 1,32 будет, а пусть будет 1,16, там, плюс-минус. Подстраивайтесь под ситуацию, подстраивайтесь под освещение, потому что можно достичь приемлемого результата разными какими-то настройками на фотоаппарате и на вспышке. Но не забывайте, что вспышка дает постоянно одинаковый свет. И если вы пытаетесь компенсировать это за счет выдержки или ISO, то, соответственно, это будет уже влиять на качество вашей картинки. Мне хочется верить, что вы понимаете, о чем я говорю, поэтому, если нет, просто напишите в комментариях, я попробую это более детально как-то разъяснить. Относительно съемки в динамике. Когда вы снимаете в динамике, вы должны на самом деле со временем, это придет только с опытом, чувствовать вот эту палку, она как продолжение вашей руки со вспышкой. И когда я снимаю людей, они даже иногда смеются, потому что я кручу вот палкой вот этой в разные стороны, то есть примерно у меня всегда один и тот же угол относительно человека, это где-то под 45 градусов, независимо, чем бы я ни снимал, хоть голой вспышкой, хоть сферой, хоть софтбоксом, все всегда одинаково. У вас самый правильный, приятный рисунок, как студии, он формируется вот где-то под 45 градусов относительно человека. И когда вы снимаете портрет, вы должны подойти, например, на такое расстояние, с практикой у вас это получится, чтобы свет был везде одинаковый. Для чего это нужно? Для того, чтобы, во-первых, вы не пересветили сильно, во-вторых, пересветили достаточно, а я именно считаю, нужно слегка пересвечивать, прям не выбивать, а слегка пересвечивать, так получается мягкой кожей, чистой получается. Вот, и в процессе обработки у вас просто там она сводится к минимуму, потому что у вас уже изначально был классный свет, у вас нет вот этих каких-то какой-то грязи ни по свету, ни по цвету. То есть первое, основное, это как вы держите вспышку, научитесь ее держать. Что я делаю? Вот то, что я рассказывал про движения вот эти какие-то, да, когда я там направляю свет слева, справа, с разных сторон, сам двигаюсь тоже, это, знаете, как такой, как
как танец какой-то, я не знаю, с чем это сравнить. Вы даете источник света с разных сторон, а потом, когда выбираете фотографию, каждый человек по-разному, если его осветить с разных сторон, будет выглядеть по-разному. С одной стороны лучше, с другой стороны хуже. Вы выбираете, соответственно, с той стороны, где лучше. Просто если вы поставите человека, просто направите на него вспышку, то, ну, как бы вы сделаете одинаковые кадры. Человеку приходится крутиться для того, чтобы что-то поменялось. Но человек чаще всего замирает. А если как бы и меняет положение тела, то в любом случае у вас нет какой-то вариативности. Для того, чтобы она была в процессе какого-то выбора, допустим, дальнейшего, вы можете сделать там 10, 15, может и 20 кадров одного человека сделать, примерно там в одинаковых позах, просто сами передвигаете источник света ближе, дальше, слева, справа. То есть вы подстраиваетесь, вы, можно сказать, компенсируете недостаток времени, а когда вы снимаете репортаж и много людей, времени очень не хватает на работу с одним человеком. Таким образом, делая много кадров с разных сторон, его освещая, вы в дальнейшем выберете тот кадр, который вам нужен. Старайтесь снимать всегда ровную картинку. Это просто невероятно важно, когда у вас много съемок, по несколько съемок может быть в день. То есть бывает сезонность какая-то, когда вас просто будут разрывать. И в этих случаях крайне важно снимать ровно. Научитесь снимать ровно в плане света, и у вас просто отпадет какая-то там возня с обработкой дальнейшей. Научитесь чувствовать себя, то, где находится относительно объекта съемки вспышка, и это придет, конечно, только с практикой. Вы снимете там сотни, наверное, репортажей, прежде чем у вас придет вот это какое-то понимание съемочного процесса именно со вспышкой. Опять же говорю, она должна быть прям продолжением вашей руки. Вы должны понимать, откуда и какой свет светит. То есть с какой мощностью, как будет выглядеть человек. Просто даже несмотря на фотоаппарат, вы уже должны научиться выставлять свет так, чтобы картинка была такой, как вам нужно, до того еще, как вы взглянули на ее результат на фотоаппарате. Это придет, я верю в то, что у вас это получится. Главное, пробуйте 100%, вот экспериментируйте. Мне понадобилось снять, я не знаю сколько репортажей, несколько тысяч 100% репортажей для того, чтобы прийти к какому-то вообще пониманию света, цвета и всего остального. Итак, пробуйте, все получится. Если есть вопросы, пишите, заходите ко мне на сайт, заходите в Инстаграм. Это видео, наверное, такое, оно кухонного формата, мне светит лицо в солнце, солнце в глаза. И это первое видео, которое я записал за последние 5 месяцев. Вас становится больше, у вас уже 1700 у меня на канале. Это прям очень странно и удивительно, то, что такое есть отклик. Мне это очень приятно, и это меня мотивирует записывать дальше новые видосы. Всем спасибо, подписывайтесь, ставьте лайки, вот эта вся история. Всем пока.